Начали мы наше путешествие немного незапланированно в пригороде на севере Парижа, который называется Сен-Дени, и где находится первое готическое строение в мире — собор Сен-Дени, который вы сейчас видите. Мы пытаемся найти дорогу до отеля. Транспортная система в Париже оставляет желать лучшего. Это единственное, что я могу сказать, но очень красиво, конечно же. Мы пришли к базилике. Вот базилика. И вот весь вид на город. Посмотрите, как красиво. Вообще. Да, и Женя тоже красиво. Все мы красивы, вообще. Вау! Как я себе своего дедушку представляла, как он, когда он рассказывал мне, что он там учился в каком-то колледже, 13 лет. У меня сейчас вайп того, как мы в Берлине поддержку попали, я в маленьком метро. И Женя дома. Я немножечко выключила из повествования, чем мы занимались оставшийся день. Мы поднялись на Монмартр, посмотрели на красивый город, посмотрели на базилику, прогулялись по Монмартру, начался дождь, и потом мы примерно 40 минут ходили в поисках места, где можно посидеть, где спрятаться от дождя. В итоге за это время мы промокли как собаки. Зато на обратном пути, когда мы ехали домой, был очень красивый закат. Я вот тут вставлю видео или фотографию. Вообще было очень прекрасно. Завершение дня мы очень устали, потому что, мне кажется, все из нас поспали, около 4 часов сегодня. Так что приехали наконец-то домой, зашли за покупками, чего-нибудь поесть. И завтра у нас уже тоже планы. Очень разные и очень интересные. Мы сидим сейчас в парке. Предлагал вот. Очень вкусно кушаем. Вообще так красиво. В сувенирном магазинчике продаются Jelly Cats. Знаете, сколько они стоят? Вот этот вот синнабончик стоит 32 евро. Очень милые, конечно. Я не сдержалась и купила себе 2 галстука. Первый галстук — это, конечно же... посмотрите на цвет. Да, у меня зависимость от коричневого. И что? Но противовес я купила такой вот голубой. Смотрите, как с коричневым пальто красиво смотрится. Да, очень успешная покупка. С этой церкви открывается вид на площадь Согласия, прямо спереди. И в сторону ее мы сейчас и пойдем, в музей 5 Валер. Очень 5. Мы идем в сады Тюильри. Тут на площади Согласия, да, играет Макарена. Очень по-французски.
Потом у нас была попытка посетить музей современного искусства Центр Помпиду, но проход для нас оказался не бесплатный, поэтому, чтобы просто так не спускаться обратно, мы насладились видом. Мы пришли замороженный Бертильон. Это семейное дело, которое уже существует очень много лет. Вот, и у них, не знаю, самое вкусное мороженое в Париже. Вот, и я взяла попробовать пралине. Да, сейчас попробуем. A few moments later. У нас тут началась дегустация, и всем все очень нравится, да? Да, ребят! Всем все нравится, все довольны. Вот это ликер, походу. Вообще, вот как это называется? Ананас and roasted basil. Это вообще что-то невероятное. Да, всем советую. Мы вышли из книжного, уже выглянуло солнце, и этот книжный просто самый красивый книжный, который я видела в своей жизни. Просто невероятно. Там есть и reading rooms, и просто, там, не знаю, used books, очень много всяких разных категорий. Конечно, цены, это понятно, что они там... Да, что они выше среднего, я могу в Вильнюсе спокойно купить подешевле. Вот, но вообще очень красивое место с огромной историей, и... Да, мне очень понравилось. Купила 2 посткардс, уже там посидела, почитала книжку. Короче. И, кстати, там нельзя снимать, поэтому вам придется самим приехать и посмотреть на эту красоту. Зашла в фармацию. Она довольно популярна среди всех, потому что там могут быть до 40% скидок на все, и включая на французскую уходовую косметику. Вот, там La Roche-Posay и так далее, и все остальные. Вот, и я не сдержалась и зашла. Но купила вот реально то, что было надо, и не переборщила. Так что все прекрасно. И не осталось без гроша в кармане. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! A few moments later. Yes! Потом мы очень романтично посидели на скамейке с таким видом и покушали крепсы, которые, хочется отметить, были очень вкусными, и решили направиться к Триумфальной арке, изначально с намерением просто посмотреть. Видимо, мы все-таки поднимаемся наверх. Да, я к этому не была готова. Мы все еще поднимаемся. Боже, у меня голова кружится. О, поднялись. Так, трип.
Путешествия путешествиями, но курсовая работа сама себя не напишет. Даже по пути в просто невероятно красивое и живописное место на берегу Нормандии — Этреtat, куда мы ехали через Руан. Это город, историческая столица Нормандии, которая известна не только своей готической архитектурой, но и тем, что именно в этом городе была сожжена Жанна д'Арк. Ты телефоны посмотри. А сейчас мы будем подниматься вот туда. Мы очень классно прогулялись. Волосы все, нет смысла их расчесывать. Сейчас мы идем на противоположную точку, вот туда. Я сейчас сидела на лавочке, хотела съесть свой круассан, который остался. Со мной рядом сидела Чайка. Я думала, она со мной подружилась, я ее сфоткала на пленку, все хорошо. Она потом улетела. Все, я откусила круассан. Притягиваюсь, чтобы откусить второй кусок. И круассана нет! Он улетает вместе с Чайкой, он где-то вот туда. Спасибо, очень вкусно. Мне кажется, что ты на Японию похож. Подается. Да. Она выглядит именно так. Мы что, в Праге? Я не поняла, почему-то написано «Мамачка на гранолке». Я не для этого учила чешский несколько лет. Для этого как раз прикольно. Да. Спасибо. Я восхитительно выгляжу, по-моему. Да, такая загорелая. Тут все очень дорого. Я вообще не поняла, почему тут дороже Макдональдс, чем в Копенгагене. И поэтому взяла Хэппи Мил за 4 евро. Но меня все устраивает. Например, это огромный кусок ананаса. Мы взяли крепсы и снова посидели, отдохнули в саду Тюильри, а потом направились в музей Орсе. Мы стоим в очереди, вот музей. Нам бесплатный вход, как и во многие другие места, что очень приятно, потому что нам меньше 26, и мы жители, резиденты Европейского Союза. Интересный факт. Этот музей находится в здании бывшего вокзала, и именно поэтому он такой формы. Мы сели покушать в итальянском ресторанчике. Да, паста и пицца. Вот, очень удивительно. Потом сейчас посмотрим на Эйфелеву башню и поедем домой. Так, это паста с песто, это лазанья болоньезе, а вот это пицца маргарита. Боже, посмотрите, как это все красиво.
вот с таким видом мы сидим. Последний раз кушаем в Париже. Да, в том же месте, где мы и начинали. Вообще. Очень все вкусненько, очень красиво. Вот это тарелочки. Подожди, давай. Вася, бей. Ах, какой звук приятный. Мы находимся под пирамидой. Вот, как это все выглядит. Вау! Мы идем к Монолизе. Путь очень долгий и тяжелый. Все, мы уже идем из Лувра, едем в аэропорт. Очень много чего посмотрели, очень много чего не посмотрели. Определенно, конечно же, это надо целый день, но у нас так не получилось. Поэтому да. Ну, вау. Что еще сказать, я не знаю. Еще тут очень жарко. Все.